retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look Ну пока нормально. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Как известно, к самым красивым и уединенным местам ведет дорога не ахти какая. И Subaru Outback — та машина, которая может тебя сюда довести и, в принципе, может вывести. Но только тогда, когда погода сухая и дождя не намечалось. Его не намечалось, но он пошел. Дорога подраскисла, и теперь для того, чтобы выехать, как раз хороший повод использовать и проверить мои цепи. Я уже делал видеообзор зимой, как они себя ведут на льду и на снегу. Ну а теперь мы узнаем, насколько такие цепи хорошо помогут нам в грязи. Вперед! А если снесет, плевать будет. Нормально? Да. Задница? Отлично. Вот так ехай, вот тут, вот тут. Да, давай.
перекрестила папу. Чуть-чуть, да, левее. Нет, чуть-чуть туда. Вот так. Давай, туда. Вот, на меня, ага. Да. Давай, проходишь. Давай, Максим. Угу. Боже мой. Это было прикольно. Мне было страшно. Ну, тебе я вижу, Макс. Проходишь, проходишь. Туда. Туда. Туда, туда. Вот здесь. Ого, ты съехал. Прохожу. Ну пока нормально. Сводит меня. Да, пока все хорошо. Нет, она мягкая сверху. Ничего не добьешь, вперед надо. Толкать тебя? Не, это все. Да, вот так попробуй.
Боже, Максим. О, В мойку нужно будет заехать. Ничего не зацепил? нет, ну это было очень страшно. Но когда то колесо провалилось заднее, там меньше 2 сантиметров было от глушителя. Нет, Ты снимаешь? Да. нет, ты ничего не задел. Что там с передком? Все хорошо, только налево. Все хорошо, все хорошо. О, нет, 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 ты сидишь. Почти сидишь. Не сидишь еще 2 сантиметра. Сейчас ты поднимешься вверх. Сколько еще? Сейчас ты вверх О, уже поднимаешься, побольше, всё да, отлично. все. Всё отлично. Сейчас еще зад. За задним. Ага. Так, пока нормально. 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 Давай, давай, давай. Давай, нормально. Ага, все. Прямо просто ехай. Дерево не зацепишь? Ага. Всё. Стоп, стоп, давай, давай. Сносит, сносит. Сережа, а может здесь проедешь? Или зеркало сложи, зеркало сложи. Зеркало сложи. Я понял. Давай я посмотрю сейчас, как оно будет. Давай эти деревья уберем. И ты вот сюда вперед заедешь, и вот тут развернешь. Опа. Пилка и лопата всегда должны быть в таких приключениях. Ага. Просто прямо, ага. Так. Ага. Да, да, вот так, ага. Вау. Съехал. Главное, чтобы я сейчас не съехал. Оп. Ой. Угу. О, доснять надо. Ух. Ух-ух-ух.
Почти бампер не зацепил. Давай, сюда, налево. Ага. Колеса поровнее туда, сможешь? Прямо туда, в кусты езжай. Не-не-не, туда и давай, прямо. Вот. Колесо уходит, уходит. Там мягкие кусты. Пробрались. Все благодаря, конечно же, цепям. Они здорово помогли, эти браслеты. Хотя была проблема, я сейчас расскажу в чем. Но самые главные мои помощники, это, конечно, моя команда. Мы без тебя никуда. Спасибо, парень. Все грязные. Да. Ну что, смотри, колеса полностью грязные, как будто вот, да, крашеные вот эти вот. Ган металлик. Но, что вы мне говорили? Я нигде не цеплял, да? Угу. Ничего не царапал, да? Грязь, 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 грязь. Молодец, да. Ага. Нет, так-то нигде. Но единственное, вот это, что вот тут было, я не знаю, вот тут что. Когда ты в этой луже завис, вот тут просто. Ну, сверху жижа, она немножко, конечно, могла там где-то подзабиться, но мойка все это дело исправит. Так, кременек молодец. Везде грязь просто. Ага, хорошо, хорошо. Что меня расстроило на левом колесе, вот от водителя, то ли я плохо завязал. Ну, не знаю, я одинаково завязывал на всех колесах. Возможно, когда мы спускались вот в эту вот первую, самую страшную яму, да, где деревяшки были, меня начинало сносить, и я подгазовал, возможно, ее вот провернуло внутрь. Провернула с большим усилием, и она теперь вот попала и чешется вот здесь вот, а мой тормозной суппорт. Ну, прям вот чуть-чуть, вот вижу, краску мою, которую я недавно нанес, Раптор. Вот она ее немножко стесала, но у меня, благо, в баллончике еще она осталась, поэтому я снова это дело нанесу, и все будет хорошо. Проблема в том, что я не могу обратно вернуть ее с этим усилием. Вот этот замок заклинило, и его не дает. Вот надо было, возможно, в большую часть вот, да, рисунка колесных дисков просунуть. Тогда, может быть, я еще смог бы что-то сделать. Здесь мне, чтобы полностью открыть, не дает рисунок. Поэтому единственный вариант — это разрезать трос, ну а потом его просто заменить. Вот. Все остальные, кстати, показали себя хорошо и совсем не съехали. Ну, на своем месте, так же как был. Хотя я также протянул его вот за вот этот зубик, и все осталось на своих местах. Кстати, не все далеко машинки могут туда проехать. Вот, Mazda вообще не стала рисковать туда заезжать. И кто-то уже, смотрю, потерял, что это, защита картера пластмассовая или, может быть, крыла. Не для всех это приключение проходит без травм и повреждений. Смотри-ка. Обрезал я только половину, может быть, ее даже все еще можно использовать будет с таким, да? Если что, я накручу, да, прикручу, пришью, и все будет нормально. Вот, кстати, где у меня цеплялось. Вот, видно. Прям по тормозному суппорту, но он чугунный.
Ему ничего не будет, я его подкрашу. Все будет замечательно. Как раз, когда будем менять задние колодки, я покажу, как они меняются на машинах, у которых есть электронный ручник. Скоро. Все. Так что могу сказать? Колесные цепи хорошо показывали себя и в снегу, и на льду, да, парень? Да. И также хорошо себя показали, в принципе, вот по таким вот лужам. Я не знаю, без них бы мы, наверное, могли куда-то съехать, долго буксовать и, скорее всего, и там встрять. Ну, помощи там не дождешься, потому что все уже... Никто туда и не заезжает, скажем честно, да? Только такие отчаянные субароводы, как мы, нашли такое чудное место. Извините. Покусали. Да, здесь очень много оводов и всего остального, поэтому срезаем, снимаем и поехали на мойку. На мойке, кстати, также я промою все эти цепи, и все будет хорошо. Но если вам понравилось видео, поставьте большой палец кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин, Макс и моя любимая красавица супруга Ляля. Пока, до новых встреч в эфире.